Добрый день, друзья! Предлагаю вам очередной утренний блок с новостями, не вошедшими в два моих предыдущих обзора за 19 октября. Подписывайтесь на мой канал, и вы будете в курсе всех новостей в России, Москве и мире. С мерами столичных и подмосковных властей, направленных на недопущение распространения коронавируса, я подробно познакомил вас в прошлом моем выпуске. Ну а этот выпуск начну с новости, которую рассказала в интервью ТАСС глава Ростуризма Зарина Дагузова. С ее слов, российская туристическая отрасль потеряет 600 миллиардов рублей из-за отсутствия иностранных туристов в 2020 году. Она посетовала на крайне медленное восстановление международных туристических потоков в связи с эпидемиологической ситуацией в мире, также уточнила, что ежегодный оборот отрасли составляет более 3,5 триллионов рублей. Новый скачок экспортных цен на мировом рынке масла привел к ощутимому подъему внутренней цены на подсолнечное масло в России, установившей новый рекорд. Так, к примеру, подсолнечное масло на экспорт подорожало почти на 4%, внутренние котировки выросли на 6,5%. Подсолнечник подорожал на 4,5%. Линейку социальных налоговых вычетов в России пополнит налоговый вычет на физкультурно-оздоровительные услуги, заявили в пресс-службе Кабинета министров. Этот вычет выделяют тем, кто тратит средства для покупки лекарств на медицинские услуги, а также платит за обучение, вкладывается в негосударственное пенсионное обеспечение или занимается благотворительностью. Размер вычета не может превышать 120 тысяч рублей за налоговый период с учетом других социальных вычетов по НДФЛ, и максимальная сумма может составить 15 600 рублей. Большая полемика развернулась в последнее время вокруг нового предложения Минфина по оптимизации бюджета и сокращения расходов на вооруженные силы. В числе предложений министерства сокращение численности войск, увеличение необходимого для выхода на пенсию срока выслуги лет, отмена индексации пенсионных выплат и экономия на питании. Я буду держать руку на пульсе и своевременно информировать вас о малейших изменениях по данному вопросу. Вчера стало известно о готовности лидеров Армении и Азербайджана Николы Пашиняна и Ильхама Алиева приехать в Москву для урегулирования Карабахского конфликта. Роспотребнадзор сообщает, что эпидемические пороги по заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями превышены в половине регионов России, при этом больше болеет преимущественно взрослое население. По данным ведомства, в результате вакцинации против гриппа привит каждый четвертый россиянин, что составляет почти 39 миллионов человек. Как ранее рассказали в ведомстве, при первых признаках ОРВИ необходимо позвонить в поликлинику и вызвать врача на дом. В домашних условиях отличить COVID-19 от простуды практически невозможно. Иммунолог Георгий Викулов рассказал, что главной защитой организма человека от вирусов является иммунная система и регулярные занятия физкультурой. Для этого врач посоветовал изменить пищевые привычки, в частности снизить потребление насыщенной жирами пищи, отказаться от курения и частого употребления алкоголя. Хабиб Нурмагомедов рассказал о состоянии госпитализированного в Дубае двоюродного брата Умара. С его слов, он находится в больнице под наблюдением врачей и, по всей видимости, зацепил где-то какую-то инфекцию. Представитель посольства России в США в беседе с РИА Новости отверг обвинения американской стороны в хакерских атаках, в частности в связи с Олимпиадой 2018 года в южнокорейском Пхенчхане. Ну и в завершении выпуска еще раз коротко доведу вам данные оперативного штаба о выявлении почти 16 тысяч новых случаев заболевания коронавирусом в России за 18 октября, что послужило очередным рекордом инфицирования за сутки. Информация за прошедшие сутки 19 октября будет в очередном дневном блоке новостей на моем канале. Всего вам доброго и до новых встреч, с уважением, Ренат.